Ну что же, новый день, и мы в Бахчисарае. Идем с экскурсией в Чуфут-Кале. И снова котики. Чуфут-Кале – это одна из главных достопримечательностей Бахчисарая, представляющая собой пещерный город. У его подножья располагается Успенский монастырь, пещерный монастырь, созданный византийцами в VII веке. Он считается одним из древнейших христианских обителей Крыма. На территории 3 храма, но посетить можно только церковь Успения Пресвятой Богородицы. Зайдите обязательно, там особая атмосфера, низкие каменистые потолки и старые иконы. Кроме храмов, на территории несколько братских корпусов, дом настоятеля, фонтан, фруктовый сад и огород, и даже есть святой источник. Возьмите с собой бутылочку для воды, при подъеме очень пригодится. Если же вы захотите перекусить, то есть местная выпечка, которую готовят при монастыре. Чтобы добраться до пещерного городка Чуфут-Кале, придется преодолеть непростой маршрут. Дорога каменистая и постоянно идет вверх, но виды вокруг впечатляющие. По дороге вы увидите ворота, ведущие на заброшенное мусульманское кладбище. Поднимаясь вверх, можно сразу приобрести и сувениры на память. Много торговых развалов – лаванда, брелки, ароматы, масло, чай и многое другое. Видите огромные отверстия в скалах? Мы близки к цели. Что же представляет из себя пещерный городок? Это древние поселения, в которых постройки были высечены в скалах. Предназначение их разнообразное. Помещения для скота, культовые и погребальные помещения, оборонительные сооружения и, конечно же, жилье. Саша, в ипотеку только такое смогла приобрести. Ну ничего, небольшой ремонт, и все будет ок. О, туалет уже есть. В настоящее время большая часть Чуфут-Кале находится в руинах, но есть несколько объектов в хорошем состоянии, даже отреставрированные. В Чуфут-Кале сохранились оборонительные стены и ворота, которые разделяли старый аланский город и новый караимский. Караимы – это немногочисленная этническая группа, происходящая от тюркоязычных последователей караизма, религиозного вероучения. В одном из двориков 2 караимские кинасы – молитвенные дома. На стене памятная плита о том, что в 1886 году Чуфут-Кале посещал Александр III. Я иду по тротуару с котиком. А это усадьба кераимского ученого XIX века, путешественника, писателя и археолога Авраама Самуиловича Фирковича. Еще один объект Чуфут-Кале – мавзолей Джанике-ханым, дочери золотоордынского хана Тохтамыша. Мавзолей датируется 15 веком. За ним фисташковое дерево, где принято загадывать желания. Ну, нам так экскурсовод сказал. Мы загадали.
Мы сегодня в Бахчисарае, на высоте 600 метров над уровнем моря, где находится пещерный город Чуфут-Кале. Здесь такой вид, что просто захватывает дух. Перед нами плато Бешкош, которое привлекает своей необычной формой. Хотя чего здесь необычного? Плато – это возвышенная равнина с ровной поверхностью, так и есть, но все равно необычно. Его высота 537 метров над уровнем моря. В переводе с тюркского языка означает «пять овчарин». А вот это, кстати, ханская тюрьма, откуда сбежать было невозможно. Состояла тюрьма из 4 помещений. В верхних камерах держали временных узников, а в нижних – особо опасных заключенных. Примечательна старая улица. На ней огромные колеи, которые образовывались на протяжении многих веков. Ну и закрепить сегодняшние эмоции мы хотим Бахчисарайским дворцом. Мы уже на месте, ждем экскурсию. Бахчисарай был построен первыми крымскими ханами в XVI веке и переводится с тюркского как «дворец-сад». Основная достопримечательность города – ханский дворец. Сейчас он на реставрации, но возможно попасть на его территорию с экскурсией. Площадь комплекса более 4 гектар. Это единственный архитектурный памятник ханского периода в хорошей сохранности. Через портал Демир-Капы мы попадаем в фонтанный дворик, где расположены известные фонтаны. Вот тот самый фонтан слез, прославленный Александром Сергеевичем Пушкиным в поэме «Бахчисарайский фонтан». А еще у Пушкина есть стихотворение «Фонтану Бахчисарайского дворца». «Фонтан любви, фонтан живой, принес я в дар тебе 2 розы. Люблю немолчный говор твой и поэтические слезы». И сегодня в верхней чаше фонтана можно видеть 2 свежие розы, которые ежедневно кладут сотрудники музея. Золотой фонтан назван так, потому что покрыт позолоченным резным орнаментом, символизирующим райский сад. Он использовался для обряда омовения. Здесь же располагается зал дивана, предназначенный для заседания Государственного совета Крымского ханства. Посмотреть, конечно, на все великолепие ханского дворца не удалось, но появилось огромное желание вернуться сюда после реставрации. Да и город мы полностью не посмотрели из-за начавшегося ливня. Ну что же, наш выпуск подходит к концу. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы посмотрели его. И я надеюсь, какие-то места вам понравились, и вы узнали о них впервые. Нам, как всегда, было с вами классно. Оставайтесь с нами, подписывайтесь, оставляйте комментарии. До новых встреч. Пока!